5 марта 1946 года сэр Уинстон Черчилль произнес знаменитую фултонскую речь, в которой констатировал факт: Советский Союз изолирует от мира не только себя, но и освобожденные им от нацистов страны Восточной Европы. Черчилль использовал при этом метафору, которая стала синонимом холодной войны. Над континентом, простирающимся от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился железный занавес. Люди и информация из-за этого занавеса и обратно проникали дозированно и под строгим контролем Москвы. Чтобы уехать из соцлагеря, нужна была выездная виза. Иностранцев впускали только с разрешения КГБ, а вездесущие цензоры следили за любой поступающей информацией и решали, что можно знать, а что нельзя. И на этом фоне власть бесконечно врала про то, как благополучен соцлагерь, как закабален капиталистический мир и как рабочие всех стран дружно поддерживают Советский Союз. Политика изоляции жителей соцлагеря от остального мира сохранялась до самого развала СССР. Она принимала такие уродливые формы, так портила людям жизнь, что в какой-то момент начала не помогать коммунистам сохранять власть, а наоборот, все больше и больше раздражать граждан. Свобода передвижения людей, товаров, капиталов и информации – одно из величайших достижений 20 века. Многие, кто помнят эти другие времена, настолько эту свободу ценят, что начинают нервничать, когда видят малейшее сходство с политикой железного занавеса. В последние 2 года сравнения с железным занавесом напрашиваются все чаще. То прекратится авиасообщение с Евросоюзом, то правительство расширит круг невыездных, то велит кому-то сдать загранпаспорта. Но сегодня мы поговорим не об этом, а об истории, о том, как появился железный занавес, каким он был и почему, наконец, рухнул. Если для жителей Варшавы, Праги, Будапешта и Бухареста железный занавес действительно опустился только с началом Холодной войны, то жители СССР к 1946 году давно уже к изоляции привыкли. Опустил занавес Иосиф Сталин. Покончив с НЭПом в конце 20-х, Сталин решил покончить и с относительно свободным перемещением граждан по стране и за ее пределы. Вождь и партийная верхушка еще могли смириться с тем, что из Союза под разными предлогами эмигрировали ее идейные противники. Кто якобы на лечение, кто навестить родственников. Таких всегда можно было назвать бывшими помещиками и буржуями, которые ненавидят большевиков за то, что лишились права эксплуатировать народ. Но в какой-то момент за границу стали уезжать коммунисты, разочаровавшиеся в советской власти и ее методах. Они приезжали в Европу, где рассказывали о лжи, коррупции в партии и диктаторских замашках членов Политбюро, чем дискредитировали Советский Союз. И с этим смириться было уже невозможно. Только с октября 28 по октябрь 29, всего за год, таких предателей и изменников, сбежавших с советской службы за границей, оказалось целых 72 человека. В конце 20-х годов, в начале 30-х Сталин окончательно захлопнул границы. Были введены паспортная система и выездные визы, ужесточен допуск к заграничным поездкам и усилен пограничный контроль. Политбюро велело сократить аппарат за границей и выпускать за пределы страны только в исключительных случаях, например, для работы в дипломатических и внешнеторговых учреждениях, и только преданных нам хороших и честных работников, как они писали. Вопрос о том, поедет ли тот или иной артист на гастроли в Париж, решался в специальной комиссии ЦК, в которой заседал в том числе и нарком внутренних дел Николай Ежов, будущий организатор массовых репрессий. Комиссия решала, этому выезд разрешить, этому разрешить, а этой нет, не уверены мы в ней. В 1932 году там разразилась целая дискуссия, а выпустить ли нам на гастроли Марину Семенову? Она была настолько хороша на сцене, что власти боялись. Ее будут так встречать, что захочет и остаться. Ворошилов говорил, Семенова может не вернуться, а этого достаточно, чтобы мы были против ее поездки. А Каганович возражал, ей нет смысла бежать. Ее деньги, роскошь и прочее соблазнить не могут. В итоге Семенову в Париж отпустили, но только через 2 года, и на счастье Кагановича она в Союз вернулась. А поступила бы иначе, ее объявили бы предательницей. Имущество бы конфисковали, а саму ее, согласно закону, в случае возвращения, расстреляли бы в течение 24 часов. Железный занавес в то время беспокоил еще немногих советских граждан. Страна только-только научилась читать. О туризме, тем более заграничном, большинство граждан СССР даже не слышало и потребности в поездках или потреблении заграничных книг, фильмов и журналов не испытывало. Но тем не менее государство все равно не признавало права граждан на свободу перемещения и тем более на иммиграцию, а также на свободный доступ к почти любой информации из-за рубежа.
Желающих куда-то съездить под лупой изучали на предмет политической благонадежности чекисты. А все, что в страну поступает, книги, журналы и фильмы, не менее бдительно разглядывали цензоры, не дай бог, пропустить что-то, что подорвет идеологию. Система эта, пусть и не без сбоев, при Сталине работала. Побеги коммунистов и международные скандалы стали происходить гораздо реже. А внутри страны удавалось убедить все больше людей, что советский человек труда, мол, живет и лучше, и веселее западного рабочего, измордованного капиталиста. К несчастью для советской власти, после Второй мировой войны мир начал стремительно меняться. Развитие техники, промышленности, сферы услуг, урбанизация и рост уровня образования радикально изменили потребности. Благодаря достижениям пассажирской авиации уже в 50-е годы начался массовый заграничный туризм. Благодаря все более красочным и доступным фильмам и книгам знакомство с другими культурами и иностранными языками постепенно переставало быть роскошью и привилегией, доступной лишь элитам. В мире, который становился все более глобальным, этот тренд не мог пройти мимо Советского Союза. Здесь тоже росли города, открывались школы и вузы, ширились сеть кинотеатров и закономерно рос интерес к международному общению. Но советское государство иначе относилось к этому интересу. Западному чиновнику и в голову не приходила мысль, что его страна ужасно пострадает, если какой-нибудь гражданин увидит, скажем, Шанхай, придет в восторг и непременно захочет жить как там. Советская же власть по-прежнему не доверяла своим гражданам и очень ревностно относилась к тому, что они могут о ней подумать. Когда Сталин умер, никто даже не заикнулся о том, чтобы вернуть гражданам свободу перемещений и выбора места жительства. Логика была проста. Неразумный гражданин вполне может соблазниться буржуазной роскошью, купленной за счет эксплуатации трудящихся, а потом как возьмет и не вернется в СССР. Страна потеряет специалиста, на образование которого потрачены средства, пока тот будет работать на враждебный лагерь. Или того хуже, вернется и будет разлагать других трудящихся рассказами о вольготной красивой жизни в капиталистической стране. Не надо нам таких, пусть дома сидят, а с Европой и Америкой знакомятся по телевизору. Мы им там расскажем всю правду сами. Когда в конце 50-х немцы из Восточной Германии стали массово убегать на Запад через открытый тогда Берлин, в Москве убедились в своей правоте. Влияние буржуазного мышления, как тогда говорили, еще слишком сильно. Поэтому, раз не получается по-хорошему, будет по-плохому. В августе 61-го вокруг Восточного Берлина построили стену. Возведенная за 3 дня Берлинская стена залатала последнюю крупную прореху в железном занавесе и стала его символом. Желавшего подобраться к ней ожидали прожекторы, пулеметы, минные поля и собаки. Основательно укреплены были и другие границы социалистического лагеря, чтобы граждане не убежали. Но даже так они не стали совершенно непроницаемыми и в полном смысле железными. Ни Хрущев, ни Брежнев, ни их окружение и преемники не понимали, что железный занавес сталинского типа в новом мире проект заведомо провальный. Занавес был обречен все больше превращаться в решето. Социализм того периода ставил себе цель превзойти капитализм во всем в формате мирного соревнования. Кто произведет больше мяса, масла, яиц, чей спортсмен выше прыгнет, кто первый полетит в открытый космос или на Луну. Если вы хотите убедить мир, что ваша система лучше, вам придется больше взаимодействовать с другими государствами, народами и культурами. Вы не можете не выпускать из страны спортсменов, артистов и не впускать в свою страну иностранцев. Вы не можете совсем отказаться от зарубежных новостей или фильмов. А даже самая строгая цензура и самая вышкаленная пропаганда будут давать сбои. Например, в 70-е и 80-е по телевизору регулярно шла пропагандистская передача «Международная панорама». В ней, конечно, говорилось о расизме, безработице и неравенстве. Но в ней же можно было увидеть небоскребы, несоветских людей в несоветской одежде. Иногда там прорывались немыслимые для советских людей подробности заграничной жизни. Однажды, например, международник Валентин Зорин, комментируя видеоряд, сказал: «По мосту движется колонна машин безработных». Представьте шок советского человека, для которого личный автомобиль – это мечта всей жизни и показатель благополучия. То же самое с кинематографом. В СССР существовала квота на показ иностранных фильмов в кинотеатрах. Несмотря на то, что зарубежное кино делало кассу, показывали его редко и только те картины, которые прошли цензуру. И все равно советские граждане с энтузиазмом шли смотреть, как все устроено там, на загнивающем Западе. Похожа ли жизнь героев Пьера Ришара и Алена Делона на социалистическую действительность? Уж больно часто сравнение выходило не в пользу социализма.
Герой Ришара вот и в Рио отдохнуть может, и костюмы красивые носят. А французские журналисты так борются за свои права, как у нас и подумать бы никто не посмел. Тогда и песни появились, помните? Ален Делон не пьет одеколон, а пьет двойной бурбон. Вот и получалось, что занавес понемногу приоткрывается, давя режиму на больные мозоли – дефицит, контроль и вранье. Отдельной головной болью и для властей, и для граждан был заграничный туризм. Еще одна несбыточная мечта и дефицитное благо. Для простого смертного туризм был единственной возможностью увидеть за границу. Но и за эту возможность приходилось бороться. Выездную визу абы кому не давали. Сначала надо получить рекомендацию от начальства, секретаря профсоюзного комитета и партийного комитета, правкома и парткома. Потом пройти собеседование в районном комитете, райкоме, и доказать, что ты идеологически зрелый, не имеешь доступа к гостайне, что у тебя безупречное прошлое и нет каких-нибудь родственников белогвардейцев. За этим следовал опрос на знание тезисов последнего съезда ЦК КПСС. А то вдруг вы плохо знакомы с последними заявлениями товарища Хонекера, а между тем едете в ГДР. Что же вы будете там делать без этой актуальной информации? Позорить Советский Союз? Даже знаний научного коммунизма могло не хватить. Отказать в поездке могли просто потому, что претендент хромой или в разводе. Это как же он запоганит репутацию советского гражданина. Если пройти проверки вам все-таки удавалось, еще ждал инструктаж. После чего вам всего-то-навсего оставалось скопить приличную сумму на выездную пошлину и путевку в заветный Париж или Рим. Всей семьей, кстати, поехать тоже было нельзя. Оставшиеся близкие родственники служили своего рода заложниками, гарантией возвращения туриста. Кстати, есть анекдот. Группа туристов в Италии и получает инструктаж руководителя. Запомните некоторые фразы на итальянском. Как пройти в гостиницу, сколько стоит вода, сколько времени. Один из туристов спрашивает. А как сказать «предоставьте мне политическое убежище»? Другой турист строго. А зачем это вам? Просто хотел узнать, кто у нас в группе из КГБ. Благодаря всем этим строгим мерам туристы действительно редко сбегали. Но вот заставить их вести себя так, как хотелось бы правительству, все равно не получалось. Даже в социалистических странах, Румынии, Болгарии или Польше, туристы шли на миллион ухищрений, чтобы отклониться от строгого расписания и пойти не в музей, а на рынок. Советские туристы заслужили репутацию контрабандистов и отчаянных покупателей, бойко торговавшихся и охотившихся за дефицитными товарами – одеждой, техникой, косметикой и украшениями. Советские фотоаппараты и бритвы они меняли на магнитофоны и джинсы, водку и икру на помаду и очки. Джинсы, купленные за границей, носили по 5-10 лет. А жвачку, привезенную детям, жевали не только они, но и половина их одноклассников, одну по 5 человек. Западные журналы зачитывали до дыр и передавали из рук в руки. Из-за того, что соревнования за уровень потребления подобных товаров социалистическая экономика проигрывала, советский туризм так и не стал массовым до самого 1991 года. Правительство отлично знало, как он подрывает доверие к идеологии и системе. Даже в 60-е и 80-е годы за рубеж ездило меньше 1% советских граждан в год. Для сравнения, в проигравшей войну Германии уже в середине 50-х только в Италию ездило 4,5 миллиона западных немцев в год, 8,5% населения ФРГ. А вообще за границу путешествовал каждый третий немец. В позднем СССР ходил еще анекдот. Разбрасывает парень на Красной площади листовки. Милиционеры хватают его и удивленно спрашивают. А что листовки-то пустые? Ничего не написано. А он отвечает. А все и так все понимают. Несмотря на железный занавес, правду было не утаить. Советский гражданин, рабочий, колхозник или учитель живет хуже, чем американский или французский. Он может меньше позволить себе на свою зарплату, да и выбор того, что можно купить, довольно скуден. Он не может посмотреть мир, учиться где захочет, читать и слушать, что пожелает. Большинство с этим мирилось. Путешествовали только по СССР, читали допущенные цензурой, покупали, что повезет. Но мирились не все. Кто-то годами обивал пороги чиновников, добиваясь выездной визы для переезда за границу к родственникам. Таких виз даже в 80-е выдавали всего 1-2 тысячи в год. Кто-то заключал брак с иностранцем, тоже редкий случай. А другие, как и при Сталине, пытались сбежать. Некоторые такие истории широко известны. В 1961 году не вернулся с гастролей в Париже балетмейстер Рудольф Нуреев. В 1982 году остался в Италии режиссер Андрей Тарковский.
Океанограф Станислав Курилов вообще спрыгнул с круизного лайнера в океан и 2 суток плыл до Филиппин. Но было много и трагических историй, когда побег из-за железного занавеса не увенчался успехом. Возле Берлинской стены погибло или было убито не меньше 140 человек. Сколько погибло советских граждан, пытавшихся бежать из страны, мы не знаем. Эти архивы КГБ до сих пор закрыты для историков. Но, судя по всему, немало. Несколько лет назад в Литве опубликовали документ литовского КГБ. Список из 19 беглецов, граждан этой республики. В нем описаны побеги с 73 по 80 год. Остаться на Западе удалось только 12 избежавших. Остальные были либо пойманы, либо погибли. Моторист Владимир Свечеревский, например, попытался добраться до Швеции вплавь и утонул. А Орландоса Эйдукаса поймали на польско-чешской границе и посадили в тюрьму. Советская граница долгие десятилетия выглядела как ограждение тюрьмы. С рядами колючей проволоки, с распаханной полосой безопасности. То, что сегодня кажется совершенно нормальным и доступным, поехать в другую страну или даже остаться там жить, считалось преступлением. Такое желание могло погубить свободу, карьеру и даже жизнь. Из дня сегодняшнего все это может показаться полным абсурдом. Но даже это осознание не мешает нам оценивать риски. А что, если все повторится? Что поставят железный забор, пустят по нему ток и будут сажать тех, кто бежит в недружественные страны. Что в паспортном столе посадят чекиста, который будет допрашивать о родственниках и друзьях за границей, об отношении к Путину и СВО, и о намерении вернуться в Россию после отпуска в Турции. А потом еще предупредит, что невозвращение равно измене родине. И на всякий случай откажет в выезде еще. Это все можно было бы списать на постсоветскую травму, ведь без ограничений выезда не обходится ни одна страна. Должники, последственные, допущенные к гостайне. Везде где-то кого-то ограничивают, вводят правила и запреты. Но граждане не вздрагивают от этих решений, не боятся оказаться за железным занавесом. А вот жителям стран бывшего СССР это чувство хорошо знакомо, что ловушка вот-вот схлопнется и выехать будет нельзя. Но даже советский железный занавес рухнул. На самом излете СССР людям казалось, что режим и изоляция никогда не закончатся, что морок никогда не рассеется, но он рассеялся. Даже в 20 веке никаких гаек не хватило, чтобы закрутить глобализацию, подавить стремление людей к свободе. Сегодня, в веке 21, это тем более нереалистично. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.